Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами, друзья, мы уделим внимание порче на деньги, поговорим о признаках порчи на деньги и с вами поделимся одной уникальной практикой, с помощью которой вы можете это убрать в своей жизни. И деньги обязательно будут у вас всегда. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья. Будет очень много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Друзья, также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, порча – это разрушительное вмешательство в жизнь другого человека, которое постепенно, а порой и сразу, так как все зависит от энергетической силы того, кто ее налаживал, начинает менять ее в худшую сторону, отбирая то, на что она была сделана. А делается, как вы знаете, на любую сферу жизни, и на красоту, и на работу, и на семью, и на дом, на неудачу в делах, в бизнесе, деньги и так далее, и так далее. Когда на человека накладывают порчу, его жизнь становится не такой, как прежде, даже при том, что данный человек продолжает делать все точно так, как делал и ранее. Но результат уже не зависит от него. Человек, на которого сделана порча, сразу же понимает, в чем причина, и думает, что в его жизни началась черная полоса, что это все пройдет, но далее становится все хуже. Поэтому нужно уметь отличить порчу от всего остального, чтобы когда это произошло с вами или с кем-то из ваших близких, вы бы могли быстро отреагировать и очиститься от нее, пока она не разрушила вашу жизнь. Ведь порча начинается с того, на что она сделана, а затем, чем больше времени вы находитесь под ее влиянием, она начинает затрагивать и какие-то другие сферы жизни человека, что сказывается на нем очень неблагоприятно. Порча – это негатив, который отправляется в вашу жизнь целенаправленно тем человеком, который мечтал бы оказаться на вашем месте и старается это сделать. Для него не важно, что он мог бы выбрать собственный путь, потратить свои сильные энергии на собственное дело, проявить инициативу и упорство, и в итоге получить не худший результат, а возможно добиться и лучшего. Он не думает в таком направлении, что все мысли и действия его направлены на причинение вреда тому, кого данный человек считает лучше себя. Деньги – это то, без чего человек не может проживать счастливую и беззаботную жизнь. Если в жизни человека в достаточном это все в количестве, значит он может позволять себе то, что пожелает. Перед ним открываются новые возможности, когда их нет, или же они в недостаточном количестве. Жизнь человека становится более сложной, в ней присутствуют какие-то ограничения. Поэтому люди стараются зарабатывать деньги в нужном для них количестве, устанавливая с денежной энергией особую взаимосвязь, придерживаясь ее правил и соблюдая ее законы. Также проводя ритуалы, которые помогут им приумножить то, что они уже заработали. Но это большой и кропотливый труд, так как требуется много знаний, сил, при этом как эмоциональных, так и физических. А от этого напрямую зависит и финансовое состояние человека. Человек, который готов причинить зло и вред другим людям, не думает о том, что, возможно, кто имеет больше, чем он, чем-то пожертвовал, проходил через какие-то трудности, испытания, старался не сбиться с выбранного пути, чтобы достичь такого результата и как ему потребовалось. Далее поговорим о том, как же проявляется порча на деньги, чтобы вы могли сохранить свои сбережения, ведь она очень распространена. Злые люди не могут контролировать свою зависть или желание отомстить, ведь они слабы, таким образом стараются проявить свою силу. Проблемы с финансами бывают у всех, это нормально, это закономерно, но вот когда от них не получается избавиться, нужно присмотреться к происходящему более внимательно, чтобы вы не предпринимали, с каждым днем все только усугубляется и кажется, что конца и края этому не видать. Начинается все сыпаться, то, что вы строили на протяжении долгого времени. На работе у вас все было хорошо, вы строили успешную карьеру и знали, что вам нужно и как этого добиваться. К вам прислушивались сотрудники, вы организовывали работу правильно, но в один момент вы перестаете чувствовать себя лидером, вам надоедает то, чем вы занимаетесь, вам это не интересно.
Вы считаете, что данная работа не для вас. Вы больше не хотите ни минуты находиться в своем кабинете, на своем рабочем месте или даже в организации, в которой находитесь, из-за чего просто можете встать и уйти, оставив все без объяснений, что, соответственно, потянет за собой последствия. Вы потеряете не только данную работу, но и деньги, которые могли зарабатывать. Вы после потери работы стараетесь найти новую, но у вас из этого ничего не получается, как бы вы ни старались. Вас уважает руководитель, обещает вам стремительную карьеру, но в один день вы приходите на работу и все кардинально меняется. Вы больше не ощущаете прежние отношения к себе, а от прежнего отношения с начальником не осталось и следа. Он начинает вас обвинять в том, что вы не делаете, указывая на какие-то детали, которые минимальны и вообще даже не стоят внимания. Это приводит к конфликтам, в результате вас увольняют. Вы любили данную работу, вы потратили на нее много сил и времени, и это вас уже расстраивает. Вы опускаете руки, и у вас начинается депрессия, которая мешает и другим сферам вашей жизни, которые начинают также попадать под влияние разрушительного негатива. Все то, что вы зарабатываете, уходит, не задерживаясь. Вы не то, что не можете позволять себе то, что могли раньше, у вас не получается сводить концы с концами. Как только какая-то сумма появляется, сразу возникает ситуация, на которую их нужно вам потратить. В вашей жизни появляются серьезные проблемы. Вам нужно на их решение постоянно различные денежные суммы. Вы сами не справляетесь. Приходится одалживать, так вы влезаете в долги, и они начинают нарастать уже как снежный ком. Вы развивали бизнес, вы развивали разные его направления. Вы подумывали о том, чтобы начать какое-то новое дело, но в один день вы оставляете это все без объяснений. Вы готовы жить на копейки, так как начинаете считать, что вам не нужны деньги, что вы вполне можете обойтись без них. Вы чувствуете отвращение, и ответить на вопросы близких людей о том, что с вами происходит, вы не можете, так как сами ничего не понимаете. Вы больше не готовы бороться за новую должность, искать более престижную работу, ваши мечты о собственном жилье, машине, отдыхе начинают казаться вам бессмысленными и смешными. Мало того, вы сами через короткий промежуток времени начинаете искать виноватых в своем окружении в том, что у кого-то есть деньги, а у вас их больше нет. Но начать что-то предпринимать вы не считаете нужным, из-за чего портите отношения с большей частью людей, которые были когда-то для вас важными, ведь терпеть упреки вам совсем не хочется. Да и нравится, оставшись в изоляции, еще больше начинаете злиться, чем притягиваете еще больше и больше негатива. У вас ни с того ни с сего появляются пагубные привычки. Алкоголь, наркотики, они выкачивают из вас деньги, притягивая тем самым долги, с которыми вы не можете справляться, и это в результате приводит вас к безденежью. Вы заключаете сделку необдуманно, хотя ранее вам это было не свойственно, что вместо прибыли и приумножения капитала лишает вас того, что ранее вы заработали. Вы взяли кредит и не можете его отдать, так как начались финансовые затруднения, а проценты и пеня, то и дело, нарастают. На работе начинается какая-то череда неудач. Они переходят из одной в другую, вы забываете делать важные задачи, вы оставляете все на потом, забрасываете документацию, вы перестаете развиваться в профессиональном направлении. Вы обижаетесь на слова, которые вам говорят, что вы теряете прежние навыки. В то же время вы много работаете, но не можете справиться со всеми трудностями, которые возникают в вашей жизни. Они могут касаться и жилья, здоровья, семьи. Вы откладываете деньги на протяжении долгого времени. Вы копили их на крупную покупку, но в один день у вас всех их украли. И такое действие отобрало у вас не только деньги, но и саму мечту. У вас ни с того ни с сего начинаются проблемы со здоровьем. Вам не хочется больше покорять вершины, все ваши мысли направлены лишь на то, чтобы избавиться от них. У вас постоянно болит голова, у вас крутят суставы, вы ощущаете боль в спине и в пояснице. Появляются хронические заболевания, проблемы с давлением, постоянный туман в голове. Вы как будто смотрите на свою жизнь через ширму, и она вам при этом кажется уже не вашей. Вы начинаете сомневаться в том, что было в вашей голове, какие-то ваши собственные мысли, или же вам их кто-то навязал. Вам не хватает воздуха, и вы не можете вдохнуть полной грудью. Вам начинают сниться кошмары. В каждом вашем сне вам кажется, что вы куда-то проваливаетесь и падаете глубоко в темноту, из которой просто нет выхода. Это влияние негатива на ваше биополе создает такое впечатление и ощущение.
Усердно работая, вы заработали на хорошее жилье, вы окружали себя важными для вас вещами, вы создали крепкую семью, но опять же все начинает рушиться, в семье происходят какие-то происшествия, и вам нужно все распродать для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Вы не хотите обращать внимание на потребности своей семьи. Вам больше не интересно, какие финансы им нужны. Вы не стремитесь их баловать, радовать, а наоборот, вы перекладываете все проблемы на их плечи. Вам всегда платили вовремя зарплату, давали вам премии, так как видели, что вы хорошие сотрудники, старались вас за это поощрить. Но вот все изменилось, зарплату приходится ждать подолгу, а о премиях и вовсе пришлось забыть. Вы не можете отложить даже немножечко денег, они не задерживаются у вас даже на короткий промежуток времени. Вы теряете деньги, вы даже можете выронить их из кошелька, из сумки. Вы начинаете тратить деньги бездумно, хотя ранее вы обдумывали все ваши траты, вы просчитывали все, куда нужно их потратить и от чего воздержаться. Вы одолжили деньги, но вам их не возвращают на протяжении долгого периода времени, и никакие разговоры это не могут изменить. Если что-то из вышеперечисленного есть в вашей жизни, это означает, что кто-то навел на вас порчу. И обратите внимание, приложил для этого много усилий, чтобы вы попали в такую ситуацию, в которой вы находитесь на данном этапе в жизни. Денежную энергию нетрудно украсть, но вот вернуть ее обратно в нужное русло, знаете, очень непросто. Порой на это требуется много времени и сил, а также терпения и стараний. Нужно всегда обдумывать, когда вы одалживаете деньги, ведь порой, пожалев кого-то, можно и самому остаться ни с чем. Старайтесь ставить защиту от порчи заранее, чтобы потом не попадать в какие-либо неприятные ситуации, которые могут изменить уровень вашей жизни и причинить вам непоправимый вред. Ведь порча на это способна, а не вовремя распознав, ее можно перешагнуть через черту, из-за которой обратно вернуться уже не получится. А если и получится, то нужно будет вновь все зарабатывать с начального старта, а на это нужно будет потратить немало сил. Поэтому очень важно, чтобы вы берегли себя, свою семью, внимательно следили за своим окружением. Если кто-то с вами постоянно заводит разговоры о деньгах, так и знайте, что от такого человека стоит ожидать денежных проблем. А если у вас еще и разница в социальном статусе, сразу держитесь от такого человека подальше. Да, хочется делиться с людьми своими какими-то секретами, своими какими-то знаниями, но помните о том, что это не всегда нужно, потому что ваш язык – это ваш враг. Лучше промолчите, сколько вы зарабатываете денег, сколько у вас денег в семье, даже туда же вы берете кредиты и так далее. Поменьше рассказывайте. Чем меньше люди знают, тем лучше люди спят. Ну и теперь мы с вами хотим поделиться практикой, с помощью которой вы сможете избавиться от денежных проблем. Девочки и мальчики, эта практика, она очень простая, но в то же время она очень-очень эффективная. В эту практику не привязана ни к луне, ни к каким-то дням недели. То есть вот вы решили, вот знаете, вот все, решили поставить точку с денежными проблемами, с том, что у вас происходит в жизни. Берете лавровый лист, именно лавровый листик. Далее пишите на нем все ваши проблемы, которые связаны с деньгами. Например, безденежье, возможно, какая-то другая ситуация, кредиты, долги. После этого что мы делаем? Мы берем на лавровом листике ручкой, или это фломастер может быть краски, если вы умеете красиво работать с красками, рисовать красками. Зачеркиваем, это может быть несколько слов, сразу говорим вам. Ладно, поместить это все на лавровом листике. Зачеркиваем. И после этого вам нужно этот лавровый листик сжечь. Именно вот сжечь. После того, как вот он начинает гореть, вы в этот момент представляете, что сгорает вот весь негатив, сгорают все ваши проблемы. И в этот момент, после того, как листик сгорит, скажите: силы света, прошу вашей помощи. Уберите все преграды, мешающими моему финансовому благополучию. Пусть порча и все негативные энергии, направленные на мои деньги, будут разрушены. Эти слова вы можете сказать буквально один раз. После этого что мы делаем? Мы берем черный пакет,
Можно взять мусорный черный пакет. Главное, чтобы он был новый. Или возьмите в магазине вот новый пакетик. Вам понадобится буквально один пакет. Берете этот лавровый лист, точнее его пепел уже, да, который вы сожгли, вы отправляете в этот черный пакет. Можете, да, если это вы зажигаете на какой-то тарелке, на какой-то железной миске, вы можете это все выбросить в этот черный пакет и сверху вот берете жменю соли и бросаете в этот черный пакет. Далее мы это все закручиваем и несем на мусорку. Когда вы несете на мусорку, говорите: выношу денежные проблемы из своего дома. Истинно да будет так. Пришли на мусорку, выбросили, после этого разворачивайтесь и идите сразу же домой. Ни с кем не разговаривайте. Пришли домой, обязательно помойте руки, умойте лицо и представляйте, как вы запустили новые энергии. Кроме того, вы можете сделать генеральную уборку, перебрать вещи. Обязательно уделите внимание кухне, переберите, пересмотрите. И вы увидите, как ваша жизнь постепенно, по чуть-чуть начнет налаживаться. Здесь, конечно, все зависит от того, насколько у вас большие денежные проблемы. Если вы чувствуете, что одного раза недостаточно, особенно это бывает в случаях, когда вот действительно вот проблемы, они со всех сторон и прямо тянутся и тянутся к вам. Эту практику вы можете проводить на протяжении недели через день, то есть не каждый день, а именно через день. Вы увидите, как у вас ситуация с деньгами обязательно стабилизируется. Вот такой, друзья, уникальной и простой практикой мы хотели сегодня с вами поделиться. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь, заходите на наш канал, у нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.